Приветствую вас на нашем канале. Вот к нам приехала, вернее, привезли Toyota RAV4 гибридную. Автомобиль в движении заглох, перестал запускаться. Вернее, мотор МГ1 крутит, вращает мотор внутреннего сгорания, но запуска не происходит. Вращает пару секунд, выключается. Батарейка уже высоковольтная высажена, поэтому автомобиль не едет. И сейчас будем диагностировать, смотреть. На автомобиле также установлен газ. И сейчас можно, конечно, попробовать запустить его в аварийном режиме, что он даст, если здесь он настроен, активирован. В общем-то, будем разбираться с этим автомобилем. На автомобиле в данный момент 110 294 километра. Сейчас подключаем диагностику. Сделаем диагностику, на что жалуется компьютер первоначально. Ну а дальше будем смотреть. И попробуем также запустить ее в аварийном режиме на газу. Хотя, если она заглохла в движении, а это, скорее всего, автомобиль ехал на газу, так установлен газ, то, скорее всего, это нам ничего не даст. Значит, будем разбираться, почему у нас не запускается двигатель. Так, вот у нас ошибки какие есть. Это по мотору, по гибрид-контролу и по ABS, прекраш. Так, нас интересуют сейчас ошибки по мотору. Слабая мощность, бедная мощность мотора. Она перманенте. Понятно. Что у нас по гибрид-контролу? Engine failed to start. Короче говоря, все говорит о том, что мотор не запускается. Бензин у нас есть чуть-чуть меньше полбака. Газ тоже. Непонятно, если нету сейчас. Ну ладно. Просто закрыть все двери, а тут дверь закрыть, типа она заснула. Так, ну все. Жалуются на гибрид. Все функции жалуются на гибрид. Так, удаляем. Дело в том, что уже блокируется запуск автомобиля, и автомобиль не запускается. Поэтому, чтобы он попытался запуститься, необходимо стереть ошибки. И тогда автомобиль будет разрешать повторный запуск. Так, ошибки все стерлись. Сейчас попытаемся ее запустить еще раз. Нет, автомобиль у нас не запускается. На этом этапе необходимо было выбрать направление диагностики, что первоначально диагностировать для скорейшего определения неисправности. И мы руководствовались следующим. На автомобиле, кроме гибридной силовой установки, два вида топлива – бензин и газ, и вероятность выхода из строя двух топливных систем одновременно маловероятна. Бензин, как минимум по приборам, в бензобаке есть. И при попытке запуска слышна работа топливного насоса в баке. Значит, необходимо проверять то, что общее для обеих систем. Это искра, компрессия, сигнал на бензиновые форсунки, так как газовые форсунки получают сигнал на открытие именно с бензиновых. По крайней мере, на тот момент это было логично, но, как оказалось, нас ждал подвох. И иногда нужно не верить приборам в том числе. Дальше вы узнаете почему. А если кто хочет проверить свою интуицию, то поставьте видео на паузу и напишите в комментариях, с чего начали бы диагностировать вы. Так, а ну давай. Выключили свет, чтобы посмотреть, есть искра или нет. Так, искра на всех цилиндрах есть. Хорош, глуши. Искра на всех цилиндрах есть.
Сигнал на форсунке тоже на месте. Хорош! Так, 13 бар. Давай. Хорош. 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 Так, ну если у нас есть компрессия, есть искра, открываются форсунки, есть, все есть, и автомобиль не запускается, то, возможно, у нас проблема с бензином. Кстати говоря, самый простой метод проверить, есть ли давление. Здесь вот такой штуцер, он играет. Так вот, если сейчас запустить машину и давление будет, то этот штуцер отойдет. А ну давай. Давления в магистрали нету вообще. Интересно, скорее всего, автомобиль ехал на газу. Когда в какой-то момент газ закончился или переключился на бензин, автомобиль у нас заглох, потому что не подается бензин. Ну, в общем, сейчас будем добираться до бензонасоса и смотреть, что у нас там. Так, ну при первичном осмотре на подъемнике мы видим, что, как и на многих американцах, здесь брали вилами и подогнут бак. И сейчас интересно, где находится сам топливоприемник, в этом месте или смещен назад. И будем снимать бак и смотреть, какая же проблема здесь и почему у нас перестало качать топливо. Так, в общем-то, снимаем теперь бак. Так, ну, думали, что здесь есть бензин, потому что показывает чуть меньше полбака, но при отсоединении заливной горловины оказалось, что там ничего нету. И как оказалось, что бак у нас действительно пустой. При этом на видео, если будет видно, что предварительно снимали, там показывает почти полбака. Можно, наверное, просто залить бензин и выпустить автомобиль, но, возможно, все-таки нужно решить проблему с датчиком уровня и посмотреть, что можно сделать с этой частью бака. Поэтому сейчас, наверное, все-таки мы его уже открутим и посмотрим, что можно сделать. Демонтировали бак. И вот как здесь он выглядит. Здесь стоит топливный насос с топливоприемником. Датчик уровня находится отдельно. Как раз в том месте, где бак у нас поджат. Вот передавленный бак. И еще что. Все-таки бензин в баке есть. Но когда мы снимали бак, он оказался, что бензин был в передней части. Так вот, возможно, владельцы автомобиля ехали, может быть, на спуске, может быть, еще где-то, может быть, резко остановились. И бензин перетек в переднюю часть. Вернуться в обратную, в заднюю часть он уже не смог, потому что вот здесь фактически нету свободного протока между передней и задней частью из-за подогнутой части в баке. В общем-то, из-за этого автомобиль у нас и заглох. И автомобиль, когда к нам привезли, не хватает топлива, чтобы попасть в топливоприемник и дальше в насос и в магистраль. Теперь мы сейчас открутим сам топливоприемник, датчик уровня, посмотрим, можно ли с этой стороны его отрихтовать, для того, чтобы вернуть к прежним размерам или хотя бы, чтобы бензин перетекал с одной части в другую. Бак стоит вдоль автомобиля, вот и передняя часть автомобиля, это задняя часть автомобиля. В общем, сейчас раскрутим и посмотрим, что мы можем сделать. Или же тогда придется этот бак менять. Попробуем заглянуть в бак изнутри, посмотрим, будет видно что-нибудь или нет. Вот так вот выглядит бак изнутри. Залили бензина сюда. С баком, в общем, мы ничего не делали. Чуть-чуть по возможности поддавили, но сильно результата не дало.
поискали другие баки. Оказывается, как минимум 2 варианта еще нашли. То есть это 3 варианта уже разновидностей баков. И они не взаимозаменяемые. В общем-то, приняли решение, что на данный момент просто зальем бензина больше. Кстати, уровень бензина особо не увеличился. Как было на этом уровне, так и осталось. Хотя залили сюда 20 литров бензина. Двигатель у нас запустился. Работает. Сейчас сотрем ошибки. Посмотрим. Ну, как минимум, мотор уже запустился. Уровень бака у нас не увеличился. Такой вот ремонт, не ремонт. Попались под ловушку то, что показывало, что уровень бака, уровень бензина в баке есть. Ну вот как-то так. А вот как себя ведет этот штуцер, когда давление бензина есть. Сейчас попытаюсь показать. Не знаю, будет видно, не будет. Вот этот штуцер. И если на него надавить, то он сразу стремится выдавиться. А у нас было, что подвинул, и он остался в том положении. Поэтому, конечно, это не совсем правильное измерение давления, но хотя бы можно понять, есть давление в рампе или нет. И она, вот эта трубка закрывается вот таким вот, такой вот обжимкой, которая не дает ей выскакивать. Поэтому ее сейчас ставим обратно, и на этом наш так называемый ремонт заканчивается. По гибриду и по мотору все нормально, поэтому сейчас сделаем тестовый заезд. Датчик уровня чуть повысился, то есть все-таки бензин чуть-чуть поднял поплавок. Сейчас сделаем тестовый заезд, и все, автомобиль в принципе можно отдавать, но однозначно нужно будет этот бак менять. Отрихтовать его не получится из-за двойного дна. Так что вот и вот такие бывают случаи, когда ремонт совсем на ремонт не похож. То есть нас ввело в заблуждение вот этот вот датчик уровня с гнутым баком, а это все такое халатное отношение при разгрузке, погрузке автомобилей в порту Штатов или Одессы, или через что их там еще везут, через Прибалтику вроде как везут. Вот где-то что-то пошло не так, повредился бак, и владелец, не зная, что есть проблема с объемом бака, доверился, видимо, тому, что стрелка показала, что бензин есть. К тому же автомобиль еще и на газу, непонятно есть или нет, и газ на определенных оборотах, в зависимости от того, насколько настроит, переключается на бензин. И вот, возможно, и произошла такая ситуация, что с утра автомобиль запустился на бензине, ехал на бензине, дальше в какой-то момент двигатель перешел работать на газ, работала на газу и на электротяге. В какой-то момент было необходимо обогнать что-то, возможно, и автомобиль перешел на бензин, но так как бензина не было, автомобиль заглох и уже не перешел на газ. И вот в результате автомобиль вроде как работает на 3 видах топлива, а в результате остановился как вкопанный. Так что вот такой вот ремонт у нас был. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я думаю, еще много будет интересного, в том числе и вот такого вот непонятного в ремонте, с чем мы сталкиваемся. И ну и вам всем желаю не болеть, чтобы ваши автомобили не ломались. До скорой встречи, пока. Кстати, газа в баке тоже нету, в баллоне. Вот так вот тройное топливо расхолаживает владельцев, и в результате не заправляют ни одного из топлива. И в результате будет стоять где-нибудь посередине дороги.